Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Александр Лазарев на связи прямо сейчас. Александр, приветствую вас. Здравствуйте. Александр, конечно, все обсуждают сейчас Генассамблею ООН, такие авторшоки, да, когда землетрясение еще подтрушивает, и до сих пор серьезно. Это выглядит на страницах мировой прессы, вообще в аналитике, телеграм-каналах, каких-то экспертов и так далее. Мы этого всего коснемся. Мы, конечно, стратегически попробуем уловить вот эту линию, которая дала Генассамблея. Однако, начать я предлагаю с интереснейшего материала, который вышел в Axios в видеоформате. То есть Зеленский, так сказать, не теряя времени, он вообще давал везде интервью, и даже вот программное свое после триумфальной для Зеленского, как он считает, речи Трампа, он давал на Fox News. Так вот, Axios говорит: я уйду с позиции президента после окончания войны и допускает проведение выборов в формате перемирия. Того самого перемирия, о котором речи вообще не идет. А как вообще одно с другим складывается? Тут Трамп говорит: воюйте, пожалуйста, давайте, вы такие классные, до границ 91 года. Ну, то есть, получается, Зеленский с нами навечно? Нет, не навечно. Просто я думаю, что вопрос не в перемирии, не в выборах. Зеленский в ходе этой войны, он побыстрее уйдет, чем он планирует. А то, что он заявляет, ну, это такая издевка уже. Причем издевка не только над украинским народом, но уже над международным правом, над партнерами. То есть он публично на весь мир говорит, что вот я 7-й год при власти, и, ну, я проведу выборы, если будет перемирие. Хотя, вы правильно подметили, объективно, российская сторона неоднократно заявляла, что ни о каком перемирии, прекращении огня речи не идет. То есть, если не будет там каких-то фундаментальных базовых договоренностей, прекращать огонь никто не планирует. А по фундаментальным и базовым договоренностям мы видим, что их нет и не будет. То есть, как бы и Зеленский неоднократно это подчеркивал, да, он публично говорил, что я не согласен на то, что предлагает Россия. Ну, а Россия, в свою очередь, не согласна на то, что хочет Зеленский. Ну, так сказать, согласие есть продукт при несопротивлении обеих сторон, а тут сопротивление обеих сторон присутствует. Значит, никакого перемирия, тем более мира не будет. Более того, высказывания Трампа тому подтверждение. Мы еще к этому, думаю, перейдем. Но вот касательно выборов и Зеленского, человек очень сильно в себя поверил. То есть он поверил в безнаказанность, он поверил в абсолютизм свой, что у него жесткая, четкая вертикаль выстроена, и никто на нее не может повлиять, и он управляет страной так, как он хочет, в ручном режиме. То есть он является, азм есть царь, да, то есть он царем является в Украине или королем на англосаксонский манер, я думаю, ему больше это ближе будет. Он себя таковым считает. И он по всему миру ездит. Более того, весь мир его легитимизирует. В этом-то вся проблема. Что никто ему не говорит, что Владимир Александрович, батенька наш дорогой, а у тебя уже 7-й год-то идет, а по Конституции 5 всего лишь. То есть ты каким боком там засиживаешься? Военное положение по твоим же внутренним законам никак не влияет на сменяемость власти именно в лице президента. Да? Там еще как-то на другие органы это можно натянуть, но на кресло президента ну прям уж никак. То есть вы либо туда, либо сюда, туда-сюда это неправильно. То есть либо конституцию меняйте, да, либо выборы проводите, потому что ну как-то не очень получается. Ему об этом никто не говорит. То есть всех все устраивает, его легитимизируют. То есть Трамп его принимает, хотя до этого, когда там был скандальчик, вы вспомните, да, там первый приезд Зеленского в Белый дом, тогда ему Венс так прям в лицо об этом говорил, и Трамп тоже намекал. Ну и как бы все тогда шумиху подняли, что, наверное, американцы будут снимать его. Но суть в том, что американцам, как мы уже с вами неоднократно говорили, эта ситуация тоже устраивает. Они красиво выходят из игры, а дальше, ребята, делайте, что хотите. А Зеленский это принимает, как ему дали зеленый свет, ему дали добро на то, чтобы оставаться при власти и никак не подкреплять эту позицию легитимации. То есть все хорошо. Он при власти, Макрон друг, коалиция желающих. Дальше весь мир с ним ручкается, здоровается. С ним даже вот глава Сирии обнимается, да, хотя
бывший представитель запрещенной во всем мире организации. И никто Вот. его Ну, то не есть, выбирал. Это тоже важно отметить. кстати, да, тоже момент такой, да. И в Штатах за него же там вроде 10 миллионов давали за поимку. То есть он был признан преступником. Вот. И в Штатах действительно за 10 миллионов за него хотели дать. Но его легитимизировали. То есть Трамп сказал, что нормальный парень, то есть можно с ним вести дела. Зеленский с ним встретился, обнялся, чуть ли не целовались. Они даже чем-то похожи визуально. Вот. Ну, такие два красавца. Вот. Поэтому что еще можно сказать? То есть, по факту, человеку эти выборы не нужны. Он издевается над украинским народом, когда смеется с того, что он когда-то проведет выборы. А давайте проведем выборы, когда будет перемирие. Ну, заведомо ж понимает, что никакого перемирия не будет. Да, давайте проведем выборы, там, не знаю, когда Луна полностью закроет Солнце, да, и не будет дневного света. Ну, можно разные придумывать ситуации, да, невозможные, при которых он будет проводить выборы. Поэтому это черный юмор над украинским народом. Александр, ну понятно, что тут рак на горе свистнет, понятное дело, тогда Ну и да. проведут выборы. Однако в этом же интервью Зеленский дает очень характерный посыл в сторону Российской Федерации, в сторону российских чиновников. Российские чиновники должны закончить войну, либо же найти бомбоубежище. И добавил, что Трамп дал добро на удары по России в ответ, если российская сторона будет бить по украинской энергетике. Вообще сейчас закручивается все в более-менее практическую плоскость. Понятно, что вот эта пена эйфории, она сходит, и в информационном потоке она сходит достаточно быстро. Ну, сутки, ну, двое. Ну, если трое, то это прям уже действительно, там, например, разворот Трампа, да, вот это вот все обсуждают. Ну, а дальше-то будет жесткая действительность. Дальше будет отрезвление, похмелье. И дальше мы в сухом остатке получаем контрнаступ 2. Мы получаем блэкауты по всей стране. Зеленский храбрится, хорохорится, говорит, вот мы сейчас там будем бить по российским чиновникам. Ну, отлично. То есть в эти игры ведь можно играть вдвоем, и все прекрасно понимают, что это следующая ступенька эскалации. Вопрос, а выдержит ли следующую ступеньку эскалации прежде всего Украина? Я не говорю там про Россию. Если хотите, можем обсудить Россию. Выдержит, не выдержит. Там действительно, там, как сейчас полетят дроны, ракеты «Фламинго» и все-все-все. И как взвоют россияне, скажут, нет, мы не хотим войны. Все, Зеленский, побеждай. Давайте можем поиграть в это. Можем прикинуться, что я Фейгин, а вы Пиантковский, и будем так вот, собственно, вот этот елей... Не дай бог. И вот так вот будем это все обсасывать. Но тут же вопрос в Не дай другом. бог, Александр. Тут же вопрос Не дай бог. в самом главном. Украина насколько готова, насколько этот запас прочности есть у Украины, чтобы выдержать то, о чем условно, договорился Зеленский вместе с Трампом. И вообще, что это за посыл такой? Ведь Трампа четко поймали люди, которые даже далеки от политического анализа. Он говорит, Зеленскому придется принимать сделку. Это его слова совсем недавние. Зеленский не имеет карт. В общем, а тут, говорит, слушайте, какой классный парень, как борется. Давайте, пускай идут и отвоевывают, а мы посмотрим, что с этого получится. Почему такая метаморфоза? Давайте по порядку, да, насчет Зеленского. Вот. Честно говоря, он вот этими заявлениями там приготовиться российским чиновникам, он, наверное, почувствовал себя Нетаньяху, да, либо там главой Израиля. Но только даже несмотря там на какие-то далекие родственные связи, да, он далеко не Нетаньяху, и Украина далеко не Израиль. Вот. И Россия далеко не Палестина, да, и даже не Иран. Если подобные действия будут совершаться, то ответ не будет такой, как, например, там представители Ирана, когда подогнали еще американцы там свои эсминцы, корабли, да, и пригрозили, что не дай бог вы рыпнетесь, то мы вам покажем, это совсем другая история. Вот совсем другая. Это другое, да, вот здесь эта фраза очень хорошо применима, потому что боевые действия, которые ведет, например, там Израиль с
Хамас, там, с Палестиной, с Ираном, даже с учетом там Ирана, что это государство как бы помощнее будет там Ливана или какой-то Палестины, да, вот, но тем не менее, как бы этот момент надо учитывать. А тут получается Украина на передовице с ядерным государством. Нравится это кому-то или не нравится, сам Трамп об этом неоднократно говорит. И Зеленский поймал такую волну эйфории после выступления Трампа. Но он одного не понял. Я, честно говоря, когда смотрел Трампа, я аплодировал тихо и стоя. Он тупо отзеркалил, простите за эти выражения, да, то, что говорит Зеленский. Вот ты хочешь это услышать? Держи. Россия скоро развалится, бумажный тигр, экономики все. То есть развития никакого. Это армия, которая там прославленная, вот Зеленский ее останавливает. Потом идите, там, дети мои, до Москвы идите. Да? То есть вот эти все заявления, чуть ли не процитировал Виктора Андреевича Ющенко. Многие люди, которые не обладают пониманием, да, мировых геополитических процессов, не видят тенденцию. В Киеве, например, обрадовались. Я думаю, там в России кто-то взялся за голову, послушал Трампа, как так. Но на самом деле, когда-то еще глава ЦРУ Ален Даллес, да, говорил фразу, что факты пыль без учета тенденций. Так вот, когда ты понимаешь тенденциальность процесса, вот такими вещами запутать невозможно. Тенденциальность процесса состоит в том, что Трамп на этом выступлении объявил войну глобалистам в первую очередь. То есть он выступил и ударил по всем ядрам глобалистической идеологии и повестки. Зеленая энергетика, традиционные ценности, поднял вопрос христианства, да, миграционная политика в Европе, то есть и прочее, прочее, прочее. Там очень много было пунктов фундаментального, базового характера, по которым он нанес удар. О чем он сказал. Параллельно с этим, переходя к украинскому вопросу, мы помним, что у Трампа стратегия выхода из конфликта, выхода из кризиса. И сейчас я об этом очень просто на пальцах расскажу, потому что одно дело, что говорит Трамп, другое дело, что делает Трамп. Он хочет выйти из кризиса, нужно выйти красиво, сохранив лицо. С учетом того, что он сейчас вступает в конфликт с глобалистами, вот, с неоглобалистами, да, ну, если в Штатах это там представители Демпартии, в Европе это коалиция желающих, кланы, которые за ними стоят, он понимает, в какую сторону будут сейчас его тянуть, где его будут дискредитировать. Как раньше, там, российский след в выборах, да, какие-то хакеры российские, еще вот эти вот вещи, связи с Россией. И если Трамп продолжит риторику публичную, вот, у нас с Россией хорошие отношения, с Путиным мы прям близкие, друг друга понимаем с полуслова, мы с ним обнимаемся, фотографии в кабинете вешаем, да, и прочее, 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 тогда его обвинят. Ага, то есть ты выходишь из украинского конфликта, и ты на стороне России, то есть ты Украине не помогаешь. Так нет же. Я призываю вам идти до конца, идти до Москвы. Я говорю, что вы сила, вы победите Россию. Вот делайте все, что я вам сказал. То есть у вас все получится. Только параллельно с этим Пентагон говорит, что ни одного американского солдата не будет. Никакой помощи не будет. То есть как бы американцы готовы отдать на откуп Европе. Вот Европа, занимайся. Вот вам Украина, мы поддерживаем всецело. Но по факту в этом не участвуем. Денег напрямую не дадим. Да, оружие будем продавать через Европу. Но это бизнес. Да, тут чисто бизнес, ничего личного. Но по факту ситуация красивая. Вот он наговорил ему с 3 короба. Тот прям, ну, не знаю, в каком-то состоянии, очень бодром, да, в бодром состоянии духа, в радости, в эйфории. То есть поймал волну и поверил в то, что Трамп за него ему всячески поможет. Вот, Трамп улыбнулся, и у него все в порядке. Встретился Лавров с Рубио, пообщались, потому что и решили свою дальнейшую дорожную карту. Так а что решили? Ну, вот тут тоже очень интересный момент. Сказали, да. Вот, просто вот этот, кроме пальца вверх Лаврова, мы ничего не увидели. Ну, на самом-то деле. Да, обсудили, поговорили, все. То есть, казалось бы, такой, не знаю, эпический момент, да, раз Трамп переобулся, Трамп, вот это все. А по сути, ну, эта встреча должна была или не состояться, например, да, разругаться должны были, или какое-то там, допустим, какое-то же продолжение должно быть. Нет, ничего продолжения вот этого пафоса, ничего не было. Абсолютно ничего.
Тут интересный момент, вот знаете, что тоже подчеркивает своеобразным образом всю ситуацию. Вот я начал с вами с интервью Axios Зеленского, уже как бы, да, постфактум. Говорит, в общем, чиновники из Кремля, прячьтесь в бомбоубежище, говорит, я выборы проведу. Еще же очень интересная мысль там прозвучала. Значит, Трамп как бы пообещал подумать, может ли США предоставить такое вооружение, которое заставит Путина сесть за стол переговоров. Вот я прошу обратить внимание на формулировку. Типа, мы будем работать над этим. Ну, типа, подумаем. Трамп не сказал ему «да». Трамп не сказал ему, что да, Владимир, мы с тобой, мы там будем. Нет. То есть вы классные ребята, идите отвоевывайте. Вопрос только возникает в другом. Что мог такого сказать Зеленский Трампу? И ведь это же абсурдность момента. Вы как политический эксперт, как политолог, должны же хоть как-то нам продемонстрировать, как это работает. Трамп считает, что он гегемон. Трамп остается лидером, он и глобалист, и антиглобалист, мы это понимаем. Особенно вот сообщение Reuters о том, что 400 миллионов выделили для того, чтобы в Венесуэле, Кубе и Никарагуа режим сметать. Это конкретно бюджетное финансирование Америки, чтобы убрать режим. 400 миллионов, пожалуйста. То есть работайте, братья, как говорят там, да, в Российской Федерации. И вот эти братья, там разного рода манкурты, другие, мы же помним Гуайда, да, вот эту всю историю. То есть Трамп продолжает эту линию, хотя говорил, что этого не будет. Мол, пускай занимаются своим. Нет, Америка будет снимать там, где им надо, режимы. То есть политика глобально продолжается та же самая. Однако, простите, пожалуйста, но вот этот момент, он очень удручает. Что лидеру такой страны мог сказать Зеленский по ситуации на фронте, чего бы Трамп не знал, чего бы не донесла ему его разведка, чего бы он не понимал. А он говорит, слушайте, да, мне приехал Зеленский и рассказал, как в панике и, там, не знаю, как деморализованы российские солдаты, как они гибнут пачками, и что мы скоро победим. Говорит, слушайте, да, продолжайте, делайте это. Ведь это же изначально цирк. Да, это цирк, и этот цирк рассчитан на одного зрителя, который должен возрадоваться и действовать в том направлении, которое было согласовано на глобальном уровне, но просто этого зрителя забыли уведомить. Касательно глобалиста, сейчас нельзя сказать, что вот, например, вот когда говорится там вот глобалисты, да, и Трамп, протекционист, мы должны понять, что в 21 веке любой капитал является глобалистским. Есть просто ультраглобализм, да, который вообще не привязывается к реальному сектору экономики, основывается на виртуальном секторе экономики, то есть это в основном банковский капитал, если так упрощать. А есть протекционистский, да, как Трамп, то есть есть реальный сектор экономики, и он за него топит. И когда Трамп хочет менять режимы в Никарагуа там, да, и в других государствах, просто посмотрите на географию, это подбрюшье США, то есть в основном, да, то есть он хочет заниматься этими вопросами. То есть он сторонник того, что, ребят, пока мы не разобрались у себя, да, на континенте, да, у себя возле нашей страны, заниматься вопросами Восточной Европы, да, и там с Россией бодаться, когда нам это невыгодно, вообще нецелесообразно. То есть нам нужно закончить здесь вопросы. Нам необходимо обратить внимание на Гренландию, на Канаду. То есть, если думают все, что он эту тему закинул, то нет. Вот вполне рабочая стратегия США. Во что она выльется, пока непонятно, но тем не менее, то есть с точки зрения ресурсов и геополитического влияния, ему эти географические, да, территории очень нужны и очень выгодны. Поэтому этим вопросом он озадачен и занимается. Что он скормил Зеленскому или что Зеленский там хотел скормить? Зеленский же приехал, рассказал, 360 квадратных километров освобождено там за последний месяц, и вообще российские войска там... Где? Вот и у меня вопрос, Александр. Мы же следим за линией фронта, там карты Deep State. Где?
Вот этот Вот. шокирующий вот этот контрнаступательный порыв, срезание заячьих ушек, ну вот там, где был прорыв, короче, район Доброполья, да, его потом переименовали Добропольское контрнаступление. Ну окей, но ситуация с места рассказывает, что там не совсем все однозначно. И плюс, оно началось, когда, ну, прохлопали, когда действительно, ну, там, был рывок вперед, и поэтому как считать? Тут же важно, как считать, понимаете? То есть от того, что прохлопали, ну да, чего-то освободили. А по факту там совсем по-другому ситуация развивается. Идет наступление в Днепропетровской области, Купянск, там виллы. Ну, то есть, все уже прекрасно понимают, но купянские власти выделяют деньги на освещение деятельности, так сказать, в СМИ, и регулярно там выступает непонятно откуда, но местный, в общем, глава, типа мэр военно-гражданской администрации рассказывает, какая там идет контртеррористическая борьба. Это же все фикция. За этим-то и нужны Трампу, наверное, спецслужбы, чтобы прийти и рассказать, смотри, вот тут, ну это все вранье, это все, вот здесь подтвержденные факты, тенденция вот такая. Мощь там одной стороны, мощь другой стороны, беспристрастно. Она вот примерно вот такое уравнение. Посчитай, Трамп, 2 плюс 3, например. И он такой, хорошо, но он же делает наоборот. Просто такой момент, что для наших зрителей, да, вот как там кто не относится к Соединенным Штатам Америки, кому-то нравится эта страна, кому-то не нравится, но я думаю, со мной все согласятся, что спецслужбы там работают, ну, на очень высоком уровне. На очень высоком уровне, и они держат руку на пульсе в тех регионах, в которых присутствуют интересы США, либо присутствовали, но в данном случае там украинский вопрос, спецслужбы Америки работают. И не надо Зеленскому рассказывать, да, сколько где освобождено, сколько не освобождено, сколько потеряно. Они это и так знают, и Трампу докладывают. Трамп не получает информацию от Зеленского, от Сибиги там, да, или еще от каких-то представителей власти Зеленского. Он получает информацию из своей разведки. А если надо, получит от разведки других государств, потому что имеет такую возможность. Поэтому что Зеленский ему вешает, я думаю, это проходит мимо ушей. Это просто используется для дальнейшего поведения. Вот Трамп использовал, вот у вас все хорошо, ребят, молодцы, идите дальше. Заведомо понимая, что дальше просто карачун. Просто я хочу, чтобы зрители поняли, что произошло в ООН. В ООН произошло подписание приговора Украине. Потому что война будет длиться долго. Об этом сказал президент США. То есть война не закончится здесь и сейчас. Все. Переговоры, все. То есть война сейчас не закончится. А это, друзья, значит, что наша страна будет терять жизни, инфраструктуру, территории, да, и прочее, прочее, прочее. Вот что это значит. И эйфория Зеленского здесь, она еще больше вызывает отвращение, потому что он-то это понимает. Но он получает кайф от того, что он еще будет при власти находиться год, два, сколько там запаса прочности хватит у Украины. А запас прочности уменьшается. Даже Залужный, да, ну там британское влияние, не британское, но вот эта статья, которую он говорит, да, что нету возможности на контратаки, на прорыв. Он это переводит там в техническую плоскость, дескать, там дроны летают, ударяют. Дело не только в дронах. Дело в живой силе, дело в боевом духе, дело в отношении к своему личному составу офицеров и центральной власти. Потому что когда ребят поймали, отправили на фронт, они там умирают, вот, а параллельно с этим скандалы коррупционные всплывают, то им как-то умирать особо не хочется за это. И это объективно и понятно. Зеленский просто думает, что он поймал Бога за бороду, и что ему разрешили, еще и Трамп сказал, давай работай. Трамп просто красиво выйдет из истории. Я не удивлюсь, если этот спич Трампа заранее был, ну, не согласован, да, а Россию поставили в известность, что вот я вот так вот буду говорить, вот, ну, потому что так надо, потому что выхожу, вы стратегию понимаете. А потом Рубио с Лавровым встретились, сверили часы, о чем-то там пообщались, а вопросов масса. Вопросы ж не только Украины, вопросы Северного морского пути, вопросы мировой безопасности. До этого Путин собирал там заседания, публично говорил о договоре там, ракет средней и малой дальности, то есть об ограничении, о ядерном сбалансировании в мире. То есть
эти вопросы тоже важны. Но просто вдумайтесь, после того, когда, например, президент США, если бы он действительно решил сделать такой разворот, и он выступить и сказать, все, Россия там бумажный тигр, там то все, встречались бы на таком уровне главы дипведомств, нотами бы обменялись, и на этом все закончилось. Никто бы потом переговоры такие не вел, если бы это было всерьез, если бы Трамп действительно сделал такой разворот. И Кремль бы не отвечал, да, мы не тигр, мы медведь. То есть, да, типа в шутку там, а что там Трамп опять заявляет? Ну, так пусть заявляет. То есть, было бы по-другому, если бы это все всерьез было. А это не всерьез, это был спектакль для определенного зрителя. Зритель наживку заглотил и пошел делать то, что от него требовалось. И я не удивлюсь, если договоренность была, ну невозможно Зеленского склонить. Там британцы, там желающие, там стремящиеся, там еще какие-то. Ну тогда сели, наверное, в Анкоридже два лидера, да, ядерных государств и решили, что ну хорошо, я тогда аккуратно отпетляю, а ты там делай как хочешь. Ну и все, делай как хочешь, как можешь. Значит, тогда военным путем. Ну только, ребят, для Украины это что значит? Это беда. В этом-то вся проблема. Если сейчас у кого-то моральный дух поднимается, так вы посмотрите на запас прочности, посмотрите на бюджет. Что сами говорят депутаты в парламенте там, с провластной фракцией. Это же проблема огромнейшая. Потому что если в бюджет закладывается 2,8 триллиона на военку, а потом говоришь, что даже эти деньги невозможно добрать, да, добыть, вот, а все остальное это в дефиците находится, то есть все остальные направления жизнедеятельности государства, тогда это все. О какой войне в долгую можно говорить? Запаса прочности нет. И это все будет уменьшаться параллельно жизнями людей, Ну, украинских людей. какой-то вот пессимист, конечно. Надо Да. вообще смотреть оптимистично. Вот это я очень люблю вот эти все, знаете, ну, иногда там попадаются в разных соцсетях, там, например, там, как вот учат жить правильно, например, да? Ну, вот с оптимизмом надо смотреть. Вот недавно там ролик попался, там, да, вот мода же была, помните, мода о том, что зачем тебе покупать жилье? Да, Снимай есть такая всю тема. жизнь, снимай, ты вообще ты не обслуживаешь, ты вообще это не тебе не надо там вкладываться. Да, ты платишь ежемесячно, ну ничего, у тебя хорошо. А если так посмотреть трезво, ну вот просто, ну подождите. То есть, ну мол, это, мол, капитализм, это вот такая вот классная тема, да, что в жизни ты зарабатываешь, а потом ты работаешь, а потом ты не работаешь, ты получаешься, лишаешься этого жилья, потому что оно не твое, и ты как раб должен оплачивать, оплачивать, оплачивать. Я к чему это сейчас говорю? То есть, это вот называется такое инфо-цыганство по большому счету. То, что Трамп применил такую тактику, как из старого советского фильма про... Ну, все, на дурака не нужен нож, да, ему с 3 короба наврешь и делай с ним что хочешь. Это мы увидели. Но я про дома не просто так вспомнил, да, и про это инфо-цыганство. Вы как вот да, позитивнее смотреть на вещи. Он выходит Федоров на каком-то там этом восстановлении чего-то в Запорожье. Запорожье, которое сносят каждый день кабами. Равняют просто, уничтожают там складские... Люди, ну, в шоке, если честно. И сейчас там запустили даже какую-то тему. Опять-таки, это же тяжело проверить. Да, официально сообщили, но мы же не знаем. Сбили самолет Су-34, который как бы бил по Запорожью все это время. И там Гончаренко, депутат, радуется. О, сбили самолет, туда тебе и дорога. Там, гори в аду. Ну, потому что Запорожье сносят. Проблема в том, что это не один же самолет терроризирует Запорожье. Ну, один сбили хорошо, будет другой, будет третий. А сбили ли вообще? Или тоже, чтобы поднять боевой дух? В Запорожье катастрофа. Выходит руководитель, назначенный президентом. Ну, или как, он уже назначался, когда... Ну, неважно. Короче, назначенный Зеленским. И говорит, ребята, у нас проблема. Если стоит одна стена в доме разрушенном, то он как бы не разрушен. Ну, нормы такие. Мы ничего сделать не можем. А люди вот это слушают, смотрят, то есть одна стена, это как это, 25% или 20%, например, да? Ну, как бы 4 стены вообще у дома, да? Вот одна стена, вот все, да, вот дом полностью не разрушен. Все говорят, елки-палки, о чем ты? Сносят, перемалывается каждый день. А он говорит, ну, вот так.
Позитивнее надо смотреть на вещи. Про бюджет вы вспомнили. Так студентам будут теперь доплачивать за контракт. Учишься на контракте, платишь за обучение. Вот, пожалуйста, там, сколько там, 17 тысяч гривен за семестр. Сдал, сессию, сейчас по-другому называется, НМТ, там как-то. Сдал сессию. Вот, пожалуйста, тебе компенсация. Слушайте, денег куры не клюют. Даже студентам-контрактникам будут помогать оплачивать. Позитивнее надо смотреть на вещи. Позитивнее. Откуда, вы говорите, запас прочности иссякнет? Смотрите, какие ресурсы тратятся. 100%. Позитив наше все. Недавно смотрел фильм, забыл, как называется. Там парень тоже всех учил мыслить позитивно. Вот. Слушайте, можно по-разному смотреть. Я думаю, люди сами ощутят на себе, да, что в действительности происходит. И этот капитализм, да, о котором вы говорите, на самом деле это глобальная проблема, которая основывается даже не на капиталистической системе, а на инфантильности общества, да, именно на инфантилизме, который в результате приводит к тому, что человек рано или поздно станет просто бомжем, обычным бомжем. Вот. А что касается Зеленского, там, студентов и прочего, вот мне просто интересно, да, вот они закладывают повышение там стипендий, зарплат, пенсий. Но параллельно с этим говорят, что у них дефицит 2 триллиона гривен, дефицит. А военка забирает полностью все запланированные доходы. Не полученные, а запланированные. Это значит, что их может не быть. Вот что такое запланированные доходы. В этом-то и проблема. И когда Зеленский и его окружение начинают рисовать какие-то воздушные замки, говорит, что, ребят, все будет хорошо, вот нам сейчас передадут там замороженные российские активы, и вот за эти деньги мы там сможем простоять, продвинуться. А вопрос, цель конечная какая? Еще год повоевать, чтобы что? Вот опять с Кремля сделали заявление, что если сейчас не будет урегулированный вопрос с миром, да, и вот эти вот все моменты, которые были подняты неоднократно, мы с вами обсуждали, фундаментальные, как там называют, вот, то дальше будет хуже. И это не страшилка, друзья. Дальше реально будет хуже. Потому что если мы посмотрим на все предыдущие мирные планы и соглашения, то каждый последующий был гораздо хуже предыдущего. И в этом-то огромная проблема. И если люди, если там Зеленский, да, и его окружение это понимают, но они просто зарабатывают деньги, да, на оттягивание неизбежного. То есть, чем больше при власти, тем больше ты контролируешь потоки. То у меня вопрос к людям. Понимаете ли вы, что происходит? Что будет дальше, если так продлится? Вот эти социологические опросы, которые публикуются. Понятно, что публикуются те социологические опросы, которые должно публиковать, да, не которые там показывают реальную действительность и отношения людей. Вот. Но тем не менее, есть довольно-таки немалое количество населения, львиная доля, которая считает, что да, нужно воевать, и то, что сказал Ющенко, это классно, и то, что делает Зеленский, это тоже достижимо, и это правильно. И эти люди, те, которые там молодежи рассказывают из Харькова, которая во Львов едет, что їдьте до Росії, бо ви російською мовою говорите. То есть они до сих пор не осознают, что их вот этот твердолобый, узкий, да, глупый подход, чтобы не выразиться по-другому, приводит к тому, что во власти вот такая каста, которая на войне зарабатывает деньги. А их обдирают и будут обдирать дальше. Это обдирают, это еще мягко сказано. Вот когда смерть коснется семью, да, вот этих людей, которые рассказывают о том, что мова там не такая, там еще что-то неправильное, музыка у тебя в наушниках не та играет, то они должны будут задуматься, что а почему так получилось? А почему мы не за мир выступали? А изначально была ли возможность победить? Или то, что Зеленский говорит, мы как сейчас начнем наносить там удары по чиновникам. А ты не боишься, что в ответ может просто действительно прилететь что-то страшное? И это страшное, это не какой-то фламинго или дрон, да? Это страшное есть там на вооружении. Просто его не применяют. Потому что нету экзистенциальной угрозы. А если экзистенциальная угроза случится, что тогда будет? Ты думаешь о последствиях? Нет. Но он же политик, он же должен думать о последствиях. Ладно, та бабушка, которая в поезде там, да, на детей кричит за мову, с ней все понятно. Ее уровень, да, сознания и отношения к жизни тоже ясен. Но ты ж управляешь страной,
То есть от тебя зависят какие-то действия, ты думаешь о последствиях. Но мне кажется, что такие последствия предугадать, ну не надо быть семь пядей во лбу, чтобы понять, что за таким действием может быть противодействие более сильное. А если при этом, когда ты понимаешь, что такое противодействие может быть, ты дальше совершаешь эти действия или планируешь совершать, или на словах планируешь, тогда, ребят, ну посмотрите, что это за человек, какие у него ценности и цели, и на что он готов пойти ради достижения своих личных целей. То есть, с кем он готов пожертвовать? Страной и народом? Так мы видели в истории уже таких персонажей. Петлюра, герой великий, в честь которого улицы называют, тоже с поляками договаривался всю Западную Украину отписать, если помогут там прийти к власти в Киеве. Было, не получилось у парня. Да? Дальше все эти герои Шухевича и Бандеры. Та же история, которая как будто план Ост не читали. Все это было в истории Украины уже неоднократно. И заканчивалось очень-очень плохо. Заканчивалось плохо. И сейчас идет повторение. Но только люди почему-то, да, не хотят этого замечать. Я специально перестал в эфирах рассказывать о каких-то там планах, стратегиях, умные фразы произносить. Ребят, на простом языке объясняю. На простом. Надо просто понять, что вас ждет. А ждет ничего хорошего, если так продлится. В этом проблема. Самое интересное, что уже сейчас ничего хорошего, Александр. Вот прям ничего хорошего. Две истории. Одна далеко там, во Львовской области, в селе, где лежачему деду приходит из староста села, ну, мэр села, так их там называют, глава села, сельсовета. Он приходит и говорит: дед, все, забрали. Волчьи законы в ТЦК. Нет законов в ТЦК. Забрали единственного сына, который за ним ухаживал. Он лежачий, инвалид первой группы. Никого больше нет у него. Он каждые 3 месяца ходил в этот же ТЦК. Понимаете, в чем-то? Этот ТЦК. Все прекрасно понимают, что мужчина в селе, там, коровы, быки, хозяйство, дед лежачий, мужик работает, старается, живут вдвоем. Он, как бы, это реальность. Это не на бумажке нарисованный какой-то инвалид. Это вот прям, вот они же знают там. Он к ним каждые 3 месяца ходил. В августе месяце реорганизация наверху, и справочку задержали ему о том, что он получает деньги, помощь на инвалида. А без этой справки, собственно, не дается отсрочка полноценная. Эту справку принесли на следующий день, после того, как мужчину мобилизовали. Но ТЦКшники ее не приняли. История, просто, которая, взрывает мозг. Он же к вам ходил, он же продлевал эту отсрочку. Вы прекрасно понимаете, кто он, что он, вы же ему давали эту отсрочку. Сейчас, получается, вы его загребаете и говорят: мне все равно. А дед лежит. Там селяне как-то будут за ним ухаживать, это хозяйство это растянут. И, собственно, все. Как ему будет воеваться? Тоже очень интересно. Ровно как и с другой стороны. Киев, столица. Девушка ходит и ночует там в спальнике у порога ТЦК, демонстративно, да, что говорит: а мне некуда идти. Вы мужа забрали, а я вот без него, некуда идти. Вот и ложится там в спальник и ночует, ходит там каждую ночь. То есть довели уже людей до искалеченного понимания того, что такое хорошо, что такое плохо, как в детском у Маршака, да, как в детском стишке. То есть это уже сейчас, это не когда-то, это не какой-то перегиб, это сейчас залетают 10 человек, выбивают окно в военкомате в Калуше, Бандеровский край, и 3 через это окно выводят и крадут, отбивают, да, то есть это уже сейчас происходит. Как вы думаете, вот как вам кажется, где вот эта черта? Мы постоянно не говорим, вот эта черта, когда, верхи не могут, низы не хотят. Где вот эта революционная ситуация сейчас находится, этот барометр? Насчет революционной ситуации, по всем классическим определениям она созрела. Да? Вопрос только в организации.
Вот никакая революция, никакой стихийный, не стихийный бунт не происходит без организации. То, что было, например, там в начале августа в Виннице, да, когда там женщины вышли отбивать мужиков, это было без организации. Чем это закончилось, мы видели, да, что этим женщинам принесли домой и вручили педозры, а педозры по статьям, ну, жестким статьям, там, разглашение местоположения вооруженных сил во время войны, ну, в общем, чуть ли не сотрудничество со спецслужбами Российской Федерации, то есть, как бы, серьезные статьи имени. Вот. Таким образом, продемонстрировали для всех остальных, что будете рыпаться, вот вам чем это все может закончиться. То есть вы все сядете. То есть устрашающий механизм работает. Другое дело, когда студентов выводят фонды открытого общества на митинги с картонками, их никто не трогает, потому что там все классно, им можно, им позволено, за ними Запад стоит. Вот, собственно говоря, разница. Да? Есть просто люди вышли отстоять права свои и своих близких, а есть организованный митинг, организованный протест, на котором можно кричать что угодно, говорить что угодно, и тебя никто не обвинит, что ты агент Кремля. Вот. И мы видим совсем две противоположные реальности. Студентам сейчас все хорошо, их все устраивает, да, за дедушку этого выйти не хотят. Вот. Устраивает, что делает ТЦК, устраивает, что делает Зеленский. Хорошо. Для того, чтобы организовать какой-то протест либо революцию, необходима, воля Запада желательно, да, то есть, чтобы какая-то страна вписалась, в конкретном случае там американская страна, вот по-другому не получится. Вот. И Б, как говорил в свое время Александр Парус, да, человек, который добывал денежку на революцию 17 года, революция, как и женщина, постоянно требует денег. То есть революцию невозможно совершить без наличия большого вливания капитала, потому что это скрытые средства связи, это агитпродукция, это коммуникации, средства передвижения, это какие-то схроны. То есть это очень серьезная работа. С учетом того, как сейчас развиты средства слежения за населением, это сделать гораздо сложнее, чем это делалось когда-то. Поэтому, наверное, на подобные вещи никто ставку не делает. Но момент, когда точка кипения на фронте произойдет, вот это самый страшный нюанс для власти, которая там сидит сейчас на Печерских пагорбах. Потому что вот просто давайте чисто с человеческой точки зрения подумаем, а как будет воевать тот пацан, которого забрали от его лежачего деда, да, и насильно, я думаю, что еще и тумаков дали по дороге, и насильно отправили его на фронт. Он хочет там воевать? Или он хочет воевать с теми, кто его отправил, из-за кого его дедушка, там, не дай бог, что-то с ним случится, да? Или же тот парень, чья мать падала, хваталась за автобус ТЦК, да, и пыталась их остановить, падала, и потом ее в больницу забрали. До сих пор непонятно, умерла или жива она, то есть разная информация появлялась. Как он захочет воевать? А таких, мне кажется, каждый второй, может даже больше. Вот и настроение на фронте у вооруженных сил именно у этих людей, насильно мобилизованных, совсем противоположное. И может случиться ситуация при организации, при содействии, при обрушении фронта, что они скажут: да ну вас всех, ребят, мы сейчас будем отстаивать свое. Мы будем сейчас ту справедливость делать, которую мы считаем нужными. Мы сейчас вернемся туда и будем вам рассказывать, что мы считаем нужным. Ведь нас больше, чем вас. А то количество в СЗЧ, которое ушло, да, и прочее. А кто с оружием ушел, кто без оружия. То есть на самом деле в стране ситуация на грани срыва. И только идиот может рассказывать, что все под контролем и все очень хорошо. И мобилизация плановая, и выступать по телемарафону, говорить, что сами туда все идут, и проблем никаких мы в этом не видим, и швайки всякие, да, и прочие там, которые детей своих повывозили за границу. Что, вот Бигус пошел в армию, представляете? Да, Бигус пошел, молодец. С Буткевичем в одном батальоне, наверное, был. Слушай, да. И туда же надо еще этого, с родинкой на лице, забыл, такой светленький парень. Шабунин. Шабунина, да, я думаю, но он не хочет, он сопротивляется до последнего, он такой калиброванный ухилянт, то есть он воевать не хочет, но призывать хочет. То же самое был такой, я думаю, вы тоже помните, Игорь Мирошниченко. Свобода там, ну, очень воинственный парень с косичкой, да. Говорят, в Америке сейчас воюет, то есть, ну, там находится, там же как бы фронт, туда надо ехать. Вот, поэтому, когда люди обычно на это смотрят, а еще когда ты видишь, что
твой какой-то брат, друг погиб, его записали в пропавших без вести, и не факт, что ты когда-либо его найдешь, потому что тебе не отдадут тело. А когда ты видишь, что тело отдают, а потом тебе говорят, ну никаких выплат не будет, да, и там дети голодные, жены и прочее, то есть тоже вопрос большой, что даже отношение к погибшим такое. Так как при такой власти, при таком отношении у людей, да, должен быть какой-то боевой дух? Ну, при каких раскладах? Ну, просто даже ни одно тоталитарное общество так бездарно не строилось. Не, и те, которые так строились, они очень быстро разрушались. И незавидная судьба была у тех правителей, которые выстраивали такое общество. Живой пример Афганистана, как бежал, наличку по дороге терял президент Афганистана, а все остальные пытались бежать, там, залезть на фюзеляжи самолетов. То есть, ну, было же такое? Было. Вот. Так вот, в Украине сейчас история может повториться, потому что власть пытается выстроить идеологическое общество. Навешивают какой-то фанатический конструкт с теми же минутами молчания, да, с подобными всяческими вещами. Но сама не живет по этим принципам. Сама общается на русском языке в своем окружении. Друзья, если кто-то не знает, либо сомневается, Зеленский в окружении общается на русском языке. Весь офис президента общается на русском языке. Половина службы безпеки общается на русском языке. Ребят, полдепутатского корпуса, ну, кроме таких, которые прям приехали там из Западной Украины и всегда общались на украинском языке, дома общаются. Петро Алексеевич Порошенко всегда общался на русском языке, и дети его на русском общаются. Поэтому вам навешивают, а когда это не по-настоящему, то у большинства возникает, ну, такое, знаешь, отторжение к этому. Потому что, ну, одно дело, если бы они были сами идейные, на своем примере это показывали. Вот он пытается постоянно равняться на Израиль, да? Да только в Израиле на фронт идут дети политиков. Кто из детей политиков украинских пошел на фронт? Кто своим примером показал? Только в Израиле не загоняют людей в армию на войну. Они сами туда идут. Вот что такое идеологическое общество, да? То есть, которое там сковано одной цепью, одной идеей. И здесь не так. Здесь просто ты обязан. Тебя поймали, ты обязан. Ты живешь, ты обязан. Ты обязан. У тебя есть обязанности, но прав у тебя нет. Так кто за такое общество хочет отдавать свою жизнь, тем более своих близких? Мне кажется, дураков нет. Не, может и есть, но это очень маленький процент. Важный момент, вот такой, достаточно, ну, как по мне, такой очень триггер большой, серьезный. На фоне вот этих всех победных реляций, на фоне там, ожидающегося контрнаступления второго, понятно, что реальность никого, ну или мало кого интересует, какая мясорубка в Серебрянском лесничестве. Опять-таки, вот тоже есть, ну, думаю, вам попадалась вот эта история, это азовцы рассказали, которые воюют на том направлении, как русские военные взяли там семью, родителей умертвили, ребенка, девочку возили с собой, чтобы типа ею прикрываться. Наличие таких, я не говорю правда, неправда, там, ну, это распространили, да, наличие таких историй, сам факт наличия таких историй, означает, что положение швах на этом участке фронта, это в районе Лимана сейчас. Все видят, как ради вот этого добропольского наступления, чтобы похвастаться перед Трампом 360 километрами квадратными, перетаскивают направление, таскают туда-сюда резервы, там рвется, там рвется, там рвется. Все это понимают. И в этот момент мы видим, как Стефанчук, и там почему-то затесался Юрий Бойко, инициируют изменения в Гражданский кодекс Украины по работе с информацией. Короче, там тапки. Нельзя вообще сообщать ни в каком тоне о том, что если там человек что-то украл, или человек чего-то где-то, или что-то происходит, пока нет решения суда. Вот пока не пройдут годы, может в отдельных случаях даже десятилетия, когда есть суд, который говорит, все, человек виновен. Нельзя говорить вообще о факте таком, потому что против чиновника может не понравиться даже тон публикации
и человека, который это опубликовал, имеется в виду СМИ, или просто человека, или журналиста, или вы что-то там репостнули, или сами написали, возмутились, например, там, дорогами в Лимане, которые залатали, латки положили, и выделением денег на освещение деятельности Купянского городского совета, в котором сейчас мясо, месиво, то есть ужас. Вы не можете это публиковать, потому что это в дурном тоне, это тоже нарушение. Короче, там на самом деле законопроект ужас. Не знаю, примут его или не примут, но, судя по всему, по сценарию, по сценарному развитию, должны принять. То есть, если на фронте провал, все будут молчать, потому что статья. То есть у нас не просто диктатура строится, а у нас капсулируется вот это то, что строится. То, о чем вы говорили выше. Как вам кажется, пройдет вот эта инициатива? И что будет означать для страны? Пройдет, 100% пройдет. Я в этом более чем уверен. Насчет азовцев, да, и этих высказываний. Ну, кстати, Азов – это именно идеологический костяк вооруженных сил. Вот там идеологические люди. И то, что они подобное рассказывают, это расчеловечивание противника называется. Я более чем уверен, что ничего общего с действительностью подобное иметь не может, потому что с обеих сторон воюют славяне, воюют люди, которые с нормальным жизненным подходом. Я думаю, я на это надеюсь. Поэтому, ну, честно, похоже на, как в начале войны там рассказывали какие-то очень страшные вещи, да, прям такие, что из фильмов ужасов. Но это такая политика. Ну, я должен сказать, извините, пожалуйста, я должен сказать, смотрите, друзья, у нас же принудительная эвакуация детей. Ну да. Ну, какая девочка? Какая семья? Кто там кого возил? Детей же эвакуируют. В последнее время там только фронт приближается километров на 50, на 40. Все сразу. Громады, всех с детьми. Сами старики, взрослые еще могут как-то остаться. Продолжайте. Даже в этом, да, даже в этом моменте, то есть как бы не сходится дебет с кредитом, да. Но возвращаясь к тому, о чем вы сказали, ну, мне очень понравился этот законопроект. Я посмотрел на него. Ну, то есть получается, что сейчас ни один журналист не может сказать, что кто-то коррупционер, кто-то нарушил закон, даже если он имеет факт на лицо, то есть коррупционное преступление. Если нет решения суда, то ты ничего не можешь сказать. Ты обязан удалить публикацию. И касается это не только там коррупционеров и прочего. Таким образом, власть, а какой суд сейчас в Украине против власти вынесет решение? Конституционный не работает, да, там Верховный тоже в каком-то полусогнутом состоянии находится. Ну, то есть судебная власть в Украине, она конкретно подконтрольна вертикали офиса президента, что тоже является нарушением Конституции, да, и деления власти, системы сдерживания противовесов. Но даже не в этом вопрос. Вопрос в том, что таким образом цементируется авторитарный режим, цементируется авторитарное общество. Это очень важный момент. То есть идет цементирование этого всего. Почему там появился Юрий Анатольевич Бойко? Ну, я уже перестал удивляться, когда Юрий Анатольевич Бойко голосовал за конвенцию, господи, забыл, как она называется, там, где однополые браки, да, и, ну и прочее. То есть в году 23-м он голосовал. Юрий Анатольевич Бойко стал зеленым больше, чем сам Зеленский. Ну да ладно с ним. Мне вот такой вопрос, риторический. То есть, если примут этот закон, то украинские СМИ, которые ориентируются там на правую аудиторію, которые пишут там Лазарев зрадник, там, да, Лазарев там кудись втік, там щось наробив, 6 статей має, він зрадник. Они должны удалить тогда эти публикации. Решения суда нет. И не только Лазарев, это я сейчас просто про себя говорю, про всех остальных, кого они там оклеймили, да, и начали чернить, что тот предатель, тот изменник Родины, тот еще там какой-то людоед, да, и прочее, и колдун, вот ко всему получается. То есть они должны эти все публикации убрать. Но посмотрим, как этот закон будет работать, если его проголосуют. Но я наперед скажу, что никак он не будет работать. Он будет работать только по отношению к власть имущим. Ну, и сейчас же мы видим, разворачивается, вот, она же продолжается. То есть уму непостижимо. Значит, там же этот Магомед Расулов, это набушник, который писал пленки Миндича,
в общем, следил за Миндичем. Миндич вроде как вернулся в Украину. Все там они прикрыли. То есть там флешка с миллиардами, миллиард 700. Вроде как в надежных руках все нормально. Ну, имеется в виду. И пошла отработка СБУшниками набушников. Пришли к брату этого, отец и сын же там сидит, ну, к брату пришли с обысками. Более того, адвокаты заявляют о том, что у родственников адвокатов НАБУ проводятся обыски. Ну, то есть идет вообще прям волна пошла. И, соответственно, если условно ты вот что-то... Ну, есть отдельные там блогеры, отдельные журналисты. Материал неплохой был в «Зеркале недели» на прошлой неделе, которые вот описывают эту всю... То есть ты ничего не можешь написать. Все. Это как бы все работа. Доверяешь органам. Доверяем. Все. Это идет работа. А там война настоящая. Вопрос вот такой в завершении. Слушайте, ну это же... И это тоже разрешил Трамп. Да, разрешил. Трамп разрешил заняться саморазрушением. То есть для Трампа, в принципе, ситуация полностью позитивная и полностью его устраивает. Когда Зеленский собственноручно разрушит свою систему, а тут диалектика марксизма, чтобы разрушить государство, необходимо его максимально усилить. Чем, собственно говоря, сейчас занимается Владимир Зеленский и его окружение. Трампу нормально. А почему нет? Трамп из кризиса выйдет, скажет, посмотрите, да мы помогали как могли. Ну, они же, это тоталитарный режим. Вы что? А мы Америка. И разве мы, друзья, забыли, чем занимается Америка, когда видит тоталитарный режим? Она радикально не согласна с властью того или иного государства, если нарушаются демократические нормы. Сейчас она была согласна, не замечала. Вот. Сейчас тебе дали еще флаг в руки, продолжай, усугубляй свое положение, положение своего окружения. А дальше, когда это все рухнет и не будет политической целесообразности, к примеру, там, да, в том же Зеленском, в его окружении, который сбежит, друзья, рано или поздно он сбежит за границу. Он себе там уготовил очень теплое место, то тогда всплывут факты нарушения прав человека, нарушения демократии, людоедские действия и решения, которые он принимал. И в итоге что получится? В итоге будет конфискация тех активов, которые вывезены за рубеж. Почему бы и нет? А зачем кому-то на Западе миллиардер Зеленский или миллиардер Миндич? Ребята, не слишком ли много вы на себя взяли? Там люди миллиарды поколениями зарабатывали, да, там дедушки, который Гарвард заканчивал, да, или прадедушки, вот, до действующих там лордов и сэров. А вы откуда-то выпрыгнули и сейчас хотите наравне с нами сидеть и чай с молоком попивать? Такого не будет. Значит, вы сделаете свою работу, мы вам пока обещаем, а заканчивать будем потом, как когда-то Филатов говорил. Да, я думаю, что эта фраза как раз будет очень хорошо отображать отношение к Зеленскому. Поэтому чем глубже он себя закапывает, тем лучше Трампу, да и не только Трампу, тем лучше и британцам. Потом просто выйдет, а ему скажут, объясните происхождение этих денег. Все. И до побачення, когда ты не нужен. Вот такая судьба их ждет. Поэтому им сейчас разрешают. Александр Лазарев был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо большое. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.